Всем привет! Подписались, лайкнули. И мы сегодня просто погуляем по нашему Петербургу возле станции метро Лесная. Станция метро Лесная. И вот так мы выходим, идем за вот эту стену и попадаем в Петербургские дворы. Дома относятся к Лесному проспекту, но здесь еще параллельно идет улица Парголова. Парковаться негде, так как дворы старые, и все паркуются на тротуаре. Вот такие дома с балконами, не остекленные. По-моему, это были раньше. Дома к фабрикам относились. Но очень узкие дворы здесь. Садик вот так за метро небольшой есть. Сейчас покажу еще. Двор небольшой такой. Парковка, конечно. Здесь вообще идет вдоль дома. Вот так. Входы в подъезды. Сразу параллельно паркуются машины. Ну и достопримечательность во дворах тротуар, конечно. Вот с такими ямами. Мало того, что ты приезжаешь припарковаться негде, ты приезжаешь вот на такие ямки. Это центр почти Питера. Как и во всех других городах. Кроме парадного Петербурга, есть еще и непарадный Петербург. Представляете? Ну, а рядом же Лесной проспект. И вот такие ямы. Мы сейчас выйдем. Старый дом совсем. Сейчас выйдем на улицу Александра Матросова. В арку. Ну, все, наверное, знают, кто такой Александр Матросов. Сейчас я покажу табличку вам, почему назвали улицу в честь Александра Матросова. Вот на доме установлен мемориал Герой Советского Союза, гвардии рядовой Александр Матросов. Родился в 1924 году и 23 февраля 1943 года в жестоком бою грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Ну а мы дальше двинемся по улице и посмотрим немножко. А вот это сам Лесной проспект. Такой большой. И в обратную сторону это будет вот там метро. Можно пройти, повернуть направо. А мы пройдемся немножко вперед вот туда. Здесь вот сразу ресторан «Сказка». 101 тысяча ночь. У них там экзотические такие. Дворик, кухня. Ну, довольно-таки живая зеленая зона. И улица сама по себе очень зеленая. Здесь сразу немного проходим. Вот идет стройка, жилые дома строят. И вот располагается педиатрический университет. А за ним будет сразу клиническая больница. Родильное отделение будет. Ну, целый такой комплекс медицинской больницы.
Но так как парковаться, конечно, негде. Представляете, за сколько надо припарковаться. Ну, а лучше, конечно, ездить на метро, что я и делаю чаще, чем езжу на машине. Потому что припарковаться сложнее. Здание, видите, какое старинное, с высокими окнами. Это мы все еще идем по Александра Матросова. И вот вход в больницу. Там есть кафешечка и разные корпуса с разным лечебным направлением. Здесь вот такой тоже старый дом. А мы сейчас выйдем с вами на проспект Большой Самсоневский. Вот слева у меня еще больница. Справа вот это бизнес-центр. Вот Большой Самсоневский параллельно идет Лесному. Вот видите, какая красивая больница. И вот наш Большой Самсоневский. Здесь много старых заводов. А возле бизнес-центра Александру Матросову установили памятник. И не только названа в честь него улица, а есть вот памятник. Очень красиво оформленный. В стилистике, конечно, Красной Армии Советского Союза. Недалеко вот от Невки построили такой большой жилой комплекс. И называется он «Притяжение». Конечно, это комплекс элит. Вот так он выглядит издалека. Садили, конечно, деревья хорошие, большие. И быстро вырастут. Есть у них между домами зона отдыха. В конце здание какое-то историческое, что-то у них там будет располагаться, но потом расскажу, когда они его достроят. Едет комплекс, наверное, какие-то бары, рестораны будут. Видите, какой красивый. И вот такой большой дом. Все под охраной, внутрь комплекса зайти нельзя, но он еще строится. А рядом располагается вот такая старинная фабрика. Видите, какие у нее трубы. Еще вот видно, что топилась сама печь, кирпич красный. Сейчас посмотрим, есть ли табличка на фабрике. Как она называлась? Да, комбинат «Красный маяк». Вот такой старинное здание напротив вот этого строящегося комплекса. Видите, у них паркинги, все закрыто, вся территория. Можно пройти только через проходную, если ты приехал в гости. И у них есть вот такой ресепшн. Вот так приходишь, проходишь через ресепшн и попадаешь на фабрику, в их жилой комплекс. А фабрика, наверное, еще действующая, потому что вот такие старые окна.
Ну, обалденная красота. Два, конечно, стиля. Современный и старый. Перед нами красивейшая территория. Вот мы видим Невку. И вот там вдалеке у нас Кантемировский мост, который едет. Станция Лесная идет. И это, друзья, у нас Выборгская набережная. А вот с правой стороны мы видим, за Большой Невкой, это вот то, что мы ходили, гуляли с вами зимой, наш ботанический сад. К сожалению, не могу перейти на ту сторону, потому что большое движение, а перехода здесь нету. И надо идти аж до одного из мостов, до пешеходного перехода. Вот видите, прогулочные катера. Катают наших туристиков. Сейчас вышла на улицу Генсельфорская, и здесь есть такая фабрика «Красная нить». Вот напишите, кто знает, что это за красная нить, такая фабрика, и что она сейчас производит. А я вам хочу показать очень интересное здание в таком старый стиль. Ну, тут видно административное оно сейчас. Видите, прям целая классика. Окна, видно, поменяли на ПВХ, но они коричневые. И здесь же вот идет такой бизнес-центр, уже более современный. И вот перед нами эта фабрика «Красная нить». Да, и в здании написано, что это тоже бизнес-центр, телеком. И вот территория на фабрику эту. Что за предприятие? Написано 170 лет предприятию. И чудесный мотоцикл. Харлей. Боюсь представить, сколько он сейчас стоит. Слева от меня видно было общежитие, потому что балконов нету, все так в комнатах и небольшая детская площадочка. Вот впереди нас Большой Самсоневский Александра Матросова, по которому мы шли с вами. Вот такие детские площадки, небольшие, миниатюрные. Вот так я вышла на Большой Самсоневский. Очень красивый. И вот это здание, общежитие, о котором я сейчас рассказывала, с таким вот панно. Был, наверное, парадный вход. Но сейчас тут на первом этаже Дикси расположили. И в больнице есть церковь, но в нее можно зайти только если ты находишься на территории больницы. С наружной стороны нельзя просто зайти ее и посетить. Сейчас я вам ее покажу, как она выглядит. Она такая небольшая церквушка. Вот такая небольшая, маленькая, красивая. Все готовятся уже к зиме. Дополнительно меняют светофоры, пешеходные. Ну и вот так больница издалека выглядит. А напротив больницы есть вот такое историческое еще одно здание. Сейчас посмотрим, что здесь располагается, потому что есть табличка на этом здании. Санкт-Петербургская телекоммуникационная компания Интелисет. Так иногда удивляешься,
Ходишь возле здания, но благодаря вам иногда читаю таблички, что располагается в этом здании. Очень так интересно, приятно. Ну, всегда, когда просто бежишь на ходу, не всегда все замечаешь. А тут получается, что иногда для вас надо что-то почитать, и видишь, что, оказывается, исторически там какая-то компания расположена еще. Жилой комплекс, конечно, их не впечатляет, это притяжение. Есть еще один у них вход. С этой же стороны Самсоневского, вот видите, есть приемное отделение, где принимают больных. Вышла снова к Александра Матросова и иду к метро Лесная. Здесь же рядом находятся ботанические бани, которые топятся дровами. Находится там несколько отделений. Есть общие, люксовые. Вот такая территория еще. Можно где погулять. Садик, дворовая. И вот впереди сейчас мы дойдем до ботанических бань. Они очень старинные, давно построены, еще очень давно купались в них петербуржцы. Вот так, на Матросова 20. Стояночка есть, если хотите. И булочная номер 12. Это даже ресторанчик, смотрю, никогда не обращала. Ресторан «Офицерский клуб». В честь имею, банкеты. Режим работы. И внутри у них вот так. Здесь все надо подниматься на этажи. И есть парикмахерская. Ну, пока вы идете к метро, можете прикупиться сразу по этой уличке. Тут всегда такая торговая улица. Есть яблоки, арбузы по 55 рублей у нас уже. Виноград по 200, помидоры по 200. Внимание, внимание! Распродажа домашнего текстиля из Иванова. Подушки, одеяла. И дальше есть колбаски, сосиски на этой улице. Мы прям сразу выйдем к метро. Черешня у нас по 350. И перцы 110. Здесь же есть лаваши грузинские по 60 рублей. Пироговый дворик. Молоко. Сушевок, кого интересует. Все вот на этой уличке есть. Сейчас дойдем, и я вам скажу, как эта улица называется. И вот сразу налево выйдем к метро. Вот вижу табличку, улица Парголовская. И опять такие вот ларечки. И сейчас мы выйдем. Очечки кому надо, вещи по 350. Ну, это неправда, там не 350. Там они все по обыкновенному ценнику. И все. И вот так мы выходим к метро. Метро Лесная, обратно вернулись. Ну, вот тебе метро. Еще можно, кто хочет, шаверма поесть, цветочки. Ну а на этом я свой влог заканчиваю. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И всем на сегодня. Пока-пока.